Всем добрый день! Сегодня я расскажу вам о втором своем ружье. Это Зауэр 16-го калибра. Двустволка, горизонталка. Я охочусь с ним более 5 лет, и используется оно в основном для охоты на птицу и мелкого зверя. То есть стреляю я дробовыми патронами, пулевые не использую. Приклад выполнен из ореха, что характерно для оружия немецкого производства. А дальше всю историю происхождения ружья и его характеристики нам расскажет Клейма. Давайте их рассмотрим. Клеймо из 4 цифр означает год производства ружья. 2 первые цифры – это месяц, вторые – это год. Мое ружье произведено в октябре 1957 года. Соответственно, если бы номер месяца производства состоял из одной цифры, например, сентябрь, 9 месяц, то клеймо было бы 957, 9 месяц 1957 года. Это я говорю к тому, что клеймо даты производства не всегда состоит из 4 цифр, оно может выглядеть как клеймо из 3 цифр. Далее клеймо, которое обозначает калибр, в нашем случае 16, и длину патронника, в нашем случае наиболее распространенная 70 мм. Буква N с короной и надписью «Нитро» обозначает, что после производства были произведены окончательные испытания бездымным, а также нитропорохом. Буква U с короной подтверждает, что произведен осмотр после всех испытаний. Буква W ставилась на стволах с дульными сужениями чоками. Символ в виде птицы ставился в комплекте с клеймами, обозначающими испытания оружия после производства. Присутствует он и здесь. Как мы видим, на обоих стволах все клейма одинаковые. Кроме года, соответственно, он указывается один раз, и клеймо места испытания, как и производство, в данном случае немецкий город Зуль. Теперь перейдем к рассмотрению самой стали. На верхней части ствола стоит маркировка 4 кольца. Тут есть интересный момент. По окончании Великой Отечественной войны город Зуль находился в советской зоне Германии, то есть будущей ГДР. Начиная с лета 1945 года производство охотничьих ружей в Зуле начало возрождаться. В 1945-1946 годах оружие создавали из оставшихся запасов сырья, а потом из материалов, покупаемых у СССР. Качество оружия, произведенных в это время, было невысоким, в отличие от довоенных. Не хватало опытных оружейников и оказало влияние послевоенная разруха. Раскол Германии в 1949 году и потеря западногерманских поставщиков сырья подорвали производственные возможности. В 1952 году получение качественной ореховой древесины и специальной крупповской стали становится большой проблемой. Плохой материал и связанное с этим ухудшение качества оружия снижает доверие клиентов, а количество заказов от иностранных оптовиков уменьшается. После подавления восстания немецких трудящихся в 1953 году прокоммунистический режим ГДР начал закручивать гайки во всех отраслях народного хозяйства. Ответ Запада не заставил себя ждать, поставки сырья из ФРГ прекратились. С 1953 по 1956 год из-за нехватки качественных материалов резко снизился объем выпускаемой продукции. В сентябре 1955 года, напомню, что рассматриваемое ружье произведено в 1957 году, между ГДР и Советским Союзом были заключены договорные торговые отношения. И уже с января следующего года оружейные заводы Зуля начали получать высококачественный черкесский орех и тигельную ижевскую сталь марки 50А. Чтобы отличать ижевские ствольные материалы от стали круппа, была введена новая маркировка – 4 кольца. В таблице приведена сравнительная характеристика всех марок стали. Во второй строке находятся показатели нашей с вами ижевской стали 4 кольца. Пределом текучести называют напряжение, при котором начинает развиваться пластическая деформация. Предел текучести относится к характеристикам прочности. Вообще, если сравнивать сталь, используемую для производства оружия, со сталью, допустим, для производства ножей, то в сравнении с ней ружейная сталь очень мягкая. Это сделано для безопасности. Эластичная мягкая сталь лучше выдерживает нагрузки. В случае создания чрезмерного давления в стволе, часто так случается при попадании, допустим, снега, при выстреле его раздувает, в крайнем случае разрывает, но разрыв выглядит как продольное отверстие. Если бы сталь была твердая и неэластичная, она бы разлеталась на осколки и травмировала стреляющего.
Предел прочности – это сопротивление материала деформации и разрушению, одно из основных механических свойств. Другими словами, прочность – это свойство материалов, не разрушаясь, воспринимать те или иные воздействия – нагрузки, температурные, магнитные и так далее. Предел прочности – это максимальное механическое напряжение, выше которого происходит разрушение материала. Относительное удлинение – это реакция стали на разрыв. В целом ружьем я довольна, оно в хорошем состоянии. На сегодняшний момент ему 65 лет. При этом абсолютно отсутствует какой-либо шат, все части плотно подходят друг к другу. Бой достаточно резкий. Дорогие друзья, в связи с возможными ограничениями в YouTube я прошу вас активнее подписываться на телеграм-канал и группу ВКонтакте. Там я дублирую все свои видео из YouTube и также делюсь фотографиями. Ссылки для перехода в описании под видео.